Сон — это одна из базовых потребностей человека, наряду с едой, водой и воздухом. Однако в современном мире многие люди недооценивают его важность. Постоянный недосып может показаться не таким уж страшным. «Да, я высплюсь на выходных», — думает человек. Но на самом деле регулярное сокращение сна оказывает серьезное влияние на организм, настроение, работоспособность и здоровье в целом. В этом видеоматериале мы разберем, что именно происходит с нашим телом и мозгом при постоянном недосыпе и почему важно уделять сну должное внимание. Недосып — это состояние, когда человек регулярно получает меньше сна, чем нужно его организму. Для взрослых оптимальной считается продолжительность сна 7-9 часов в сутки. Если вы спите меньше 6-7 часов на протяжении нескольких недель или месяцев, это уже считается хроническим недосыпом. Многие недооценивают последствия такого состояния, ведь в первые дни может казаться, что все нормально. Вы бодры, работаете, учитесь, выполняете свои обязанности. Но на самом деле организм начинает постепенно разрушаться изнутри. Сначала ощущается только усталость и раздражительность, но через несколько месяцев организм человека начинает чаще болеть простудами, ощущать головные боли и проблемы с концентрацией. Недосып напрямую влияет на работу мозга. Во время сна происходит очистка мозга от токсинов, переработка информации и закрепление памяти. Если человек спит мало, то снижается концентрация и внимание. Даже простые задачи кажутся сложными. Появляется забывчивость, мозг не успевает закрепить новые знания. Развивается эмоциональная нестабильность, людям труднее контролировать свои эмоции, они быстрее раздражаются и становятся более тревожными. Замедляется реакция. Это особенно опасно при вождении автомобиля или работе с техникой. Недосып влияет не только на мозг, но и на весь организм. Иммунная система ослабевает. Люди, которые спят мало, чаще болеют простудами, вирусными инфекциями и даже хроническими заболеваниями. Повышается риск сердечно-сосудистых проблем. Недостаток сна может повышать давление, приводить к аритмии и увеличивать риск инфаркта и инсульта. Развивается ожирение и метаболические нарушения. Недосып влияет на гормоны, регулирующие аппетит – грелин и лептин. Человек начинает есть больше и чаще выбирает вредную пищу. Снижается сила и выносливость. Организм не успевает восстановиться после физических нагрузок, мышцы слабее реагируют на тренировки, а утомляемость наступает быстрее. Постоянный недосып разрушительно влияет на эмоциональный фон. Человек становится раздражительным и более конфликтным. Повышается тревожность и риск депрессии, снижается мотивация, пропадает интерес к хобби и любимым делам. Долгосрочные последствия еще более разрушительные. Если хронический недосып продолжается годами, последствия могут быть серьезными. Снижение когнитивных функций, память, внимание и способность к обучению ухудшаются. Повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, особенно если есть другие факторы риска – курение, лишний вес, гипертония. Повышенный риск диабета и ожирения. Нарушается обмен веществ, появляется лишний вес. Снижение качества жизни, человек теряет энергию, желание что-то делать, страдает эмоционально. Так как же исправить ситуацию? Если вы замечаете признаки хронического недосыпа, важно предпринять следующие меры: соблюдать режим сна, ложиться и вставать в одно и то же время, даже в выходные. Выделять минимум 7-8 часов на сон – это оптимальный вариант для большинства взрослых. Создать комфортные условия для сна: темная, тихая комната, удобная кровать, прохладная температура. Ограничить кофеин и гаджеты перед сном. Синий свет от экранов тормозит выработку мелатонина, гормона сна. Не пытаться компенсировать недосып алкоголем или сильным кофеином. Это временные меры, которые не заменяют полноценный отдых. Важно знать и понимать, что постоянный недосып – это не просто усталость. Это серьезная угроза для здоровья. Он влияет на мозг, тело, эмоциональное состояние и качество жизни. Даже если человек чувствует, что может жить на 5-6 часов сна, его организм постепенно разрушается изнутри. Сон
Это не роскошь, а необходимость. Регулярный, полноценный сон помогает вам сохранять здоровье, быть бодрым и продуктивным, улучшить настроение и эмоциональное состояние, укреплять иммунитет и поддерживать нормальный вес. Не стоит игнорировать сигналы организма. Если вы замечаете постоянную усталость, раздражительность, проблемы с концентрацией или памятью, первым шагом к улучшению состояния станет правильный сон. Помните, здоровье– это главный ресурс, и недосып– его враг номер один. Цените сон, заботьтесь о себе и своем организме, и он ответит вам энергией, ясностью ума и крепким иммунитетом. Недосып– это не только усталость, это сигнал организма о том, что его ресурсы на исходе. Игнорировать его опасно. Со временем последствия станут серьезными и хроническими. Понимание ценности сна и забота о режиме– это один из самых простых и эффективных способов сохранить здоровье и качество жизни.